А ночью это все возникает по одной простой причине. И мужчины, и женщины страдают примерно одинаково. Потому что здесь нужно именно расслабиться, а не напрячься. Через 2 минуты включается рефлекс из коры головного мозга. Проблемы с сосудами здесь совершенно ни при чем. Как вы сами можете расслабить икроножные мышцы? Люди очень часто жалуются на боли и судороги в ногах по ночам. Наша медицина ничего предложить лучше не может, чем назначать магний, там, компрессионные чулки, еще какие-то процедуры, которые на самом деле проблемы не решают никак. Почему? Потому что проблема связана с совершенно другими механизмами. Вот об этом я и хочу вам сейчас рассказать. Так в чем же заключается причина того, что ноги отекают и появляются судороги именно в ночное время? Потому что на самом деле проблемы с сосудами здесь совершенно ни при чем. Это не является показателем проблем с сосудами. На самом деле все очень просто. Мы говорили, что у нас мышцы работают, и когда они работают, чем чаще они напрягаются, тем больше в них откладывается волокон, которые, однажды сжавшись на всю оставшуюся жизнь, остаются вечно напряженными. Сами они уже не расслабляются и, соответственно, не работают. Они всегда в напряжении. Соответственно, чем больше таких волокон, тем меньше КПД, коэффициент полезного действия мышцы. Тем меньшее количество оставшихся волокон могут сжиматься и растягиваться. Соответственно, когда мышцы остаются в таком положении, чем больше таких волокон, тем больше эти волокна сжимают сосуды, которые кровоснабжают эти самые мышцы. И при нарушении кровоснабжения как раз и возникают боли от самого мышечного напряжения и судороги от недостаточного притока крови к этим мышцам, потому что сосуды, которые их кровоснабжают, сами эти мышцы как раз и передавливают. Вот как это все делается. А ночью это все возникает по одной простой причине. То есть судороги могут возникать и в дневное время, пожалуйста, и боли могут быть в дневное время. И связано это именно с накоплением вот этих забитых мышечных волокон. И, соответственно, чтобы убрать их, нужно просто-напросто поделать статические растяжки, привести мышцу в работоспособное состояние, восстановить ее коэффициент полезного действия. А ночью, когда возникают вот эти проблемы, это всегда связано с тем, что на эту забитость мышцы накладывается еще один фактор. Фактор нарушения лимфатического оттока, то есть возникает отек. А как мы говорили уже, этот фактор отека возникает из-за отсутствия брюшного дыхания. То есть для того, чтобы избавиться от судорог и болей в ногах ночью, так называемый синдром беспокойных ног, нужно просто-напросто сделать две вещи. Поделать статическую растяжку на мышцы, которые судорогами сводят, или на икроножную мышцу, или, может быть, и туда, и туда. И, соответственно, утром, вечером по 10 минут дышать животом, восстановить рефлекс брюшного дыхания. Здесь появится ссылочка на ролик, в котором я показываю, как восстановить рефлекс брюшного дыхания. Этой проблеме, болям в ногах и возникновению судорог подвержены больше всего пожилые люди. И здесь к полу это не прицеплено. И мужчины, и женщины страдают примерно одинаково. Вопрос в том, сколько человек нагружал свои ноги. Если человек, например, занимался спортом, то, как правило, у него с возрастом будут возникать подобные проблемы. Если человек по работе много ходил или еще что-то, то есть хорошо нагружал ноги, но поскольку нас никто не учит их расслаблять, то, естественно, он их не расслаблял, и тогда вот эти проблемы возникают. То есть фактором, который способствует возникновению этой проблемы, является именно повышенная физическая нагрузка. Ну и плюс, поскольку мы сказали, что это связано, то, что ночью появляется, связано с отсутствием брюшного дыхания, которое вызывается спазмом диафрагмы, а спазм диафрагмы вызывается стрессом. Соответственно, чем больше человек нервничает, то тем больше тоже у него будет вероятность появления этих проблем. А если ноги беспокоят, досмотрите до конца. Дам полный метод восстановления мышц и убирания отеков. Подпишитесь, чтобы не потерять. Теперь, друзья, самое главное о том, как вы сами можете расслабить икроножную мышцу.
Растяжка икроножной мышцы. Икроножная мышца, напряжение икроножной мышцы вызывает несколько проблем. Ну, во-первых, это ее перенапряжение вызывает продольная плоскостопие. Во-вторых, ее напряжение вызывает появление боли в пятке, так называемую пяточную шпору, которая к кости отношения вообще не имеет, а именно вызывается напряжением икроножной мышцы. И третья проблема, которая очень часто беспокоит очень многих людей, это варикоз, развитие варикоза. Почему? Потому что икроножная мышца является тем насосом, который прокачивает кровь. Вот. А застой крови возникает тогда, когда насос не работает. Поэтому именно растяжку для икроножной мышцы и нужно делать тогда, когда у вас начинается или уже развился варикоз. С помощью этой растяжки вы можете варикоз убрать вообще. Значит, как выполняется эта растяжка? Нужно опять-таки подойти к стене, вот, так, чтобы нога, на которой вы будете стоять, стояла недалеко от стены, где-то вот там сантиметров 20. Вот. А вторую ногу ставите стопой на стену, пятка остается на полу. Для этого лучше, если вы немножко присядете, чтобы косточка под большим пальцем встала на стену. И потом после этого выпрямляете ногу, на которой стоите, а попочку этой ноги, которую тянете, подтягиваете к стеночке. Вот таким образом идет растяжка для икроножной мышцы. И 2 минуты вот так стоите. Делаете одну ножку и потом повторяете то же самое с другой ножкой. Лучше, если будете делать не 1 раз в день, а раз в 10 в день. Тогда вы эту проблему решите за 2-3 месяца. Вот так просто решается проблема с икроножной мышцей. Когда мы делаем статическую растяжку для икроножной мышцы, мы растягиваем эту мышцу на вот эти забитые напряженные волокна. Растягиваем и держим в растянутом положении не менее 2 минут. При этом через 2 минуты включается рефлекс из коры головного мозга, который вот эти вечно напряженные волокна расслабляет. То есть они снова становятся работоспособными. И, соответственно, забитость этой мышцы уменьшается. Единственное только, что это процесс не разовый. Это не значит, что вы 2 минуты постояли и все, и мышца стала работоспособной. Нет, какое-то количество волокон сейчас восстановилось и стало лучше. Потом делаете, и какое-то количество с течением времени, обычно за 2-3 месяца, расслабляются все вот эти забитые волокна. И, соответственно, мышца становится полностью работоспособной со 100% коэффициентом полезного действия. В школе здоровья есть курс по статическим растяжкам. В этом курсе собраны растяжки всех мышечных групп. Как это делается, прямо показываю. Вот, и в том числе есть растяжка икроножной мышцы. Вот. Если кто-то хочет посмотреть этот курс, пожалуйста, ссылка в описании. При выполнении растяжек есть ли какие-то ошибки, при которых у людей может что-то не получиться? Ну, самая стандартная ошибка — это когда человек вместо расслабления, а ведь все растяжки делаются на расслаблении, начинает напрягаться, вот, то тогда, соответственно, он не получит тот эффект, который хотел бы получить. Потому что здесь нужно именно расслабиться, а не напрячься. А как узнать, напрягаетесь вы или расслабляетесь? Если во время растяжки, может быть, та мышца, которую вы тянете, может быть больно, вот, а после растяжки боль уходит и становится легче, вот, то если вы напрягаетесь во время растяжки, то после растяжки боль появляется, наоборот. Если боль той мышцы, которую вы растягивали, появилась после растяжки, это показатель того, что вы все сделали с точностью до наоборот. Не расслаблялись, а именно напрягались. Вот это вот самая основная ошибка. Ну и иногда бывает ошибка, когда человек думает, что я достаточно 1 раз в день эту растяжечку сделать, и мне этого хватит. Нет, 1 раз в день ни о чем. Вот. Если раз 10 в день вы будете делать, то есть тогда да. Вот. А так, в принципе, чем больше дается напряжение на мышцу, да, тем чаще ее нужно расслаблять. Вот закон такой. Я думаю, что условий, когда людям нельзя делать эти растяжки, не существует. Потому что очень много проблем связано именно с возникновением вот этих забитых мышц, с накоплением этих забитых мышц. Вот практически 80%, наверное, того, что вообще человека беспокоит с возрастом, завязано именно на мышечное напряжение. Поэтому нужно делать, и все будет хорошо. Таким образом, дорогие друзья, если вы по ночам испытываете боли, судороги в ногах возникают, вот, то нужно просто-напросто расслабить мышцы ног и восстановить рефлекс брюшного дыхания.
И все эти симптомы неприятные, которые мучают вас уже столько времени, легко уйдут. И вы будете здоровы. Больше видео про здоровье ног ищите в плейлисте «Сосуды и ноги». И подпишитесь, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о здоровье ног.